So let me talk about each stage just a little bit. Давайте поговорим о каждой из стадий по чуть-чуть. Let's talk about play. And this is because of Alfred Adler had these 3 life stages. Давайте поговорим об игре. У Альфреда Адлера он выделял 3 жизненные стадии. So the first task is the social task, which is to play. Первая игра — это социальная задача, в обучение тому, как играть. And the question that we learn at this stage is life good? И вопрос, на который мы для себя получаем ответ на этой стадии. Remember, Хороша ли жизнь? yeah, remember when God made the earth, he said it was good, right? Я помню, что когда Господь создал землю, мы знаем, что Он сказал, что земля хороша. That's the first thing he said about his creation. Это первое, что Он сказал о своем творении. And that's one of the first things that anyone learns about being on this, living on this planet. И это первое, что каждый из нас осваивает, исходя из опыта жизни на этой планете. It's that this place is a good place to be. Что это место хорошее место, здесь хорошо. And I can get what I want. I can get what I need here. И я могу получать то, что я хочу, я могу получать то, в чем я нуждаюсь. Other people will help me. Другие люди будут помогать мне. I can be safe and secure Я here. могу чувствовать себя в безопасности здесь. One of the things that we learn here is that maybe I don't have to play with other people. Одна из истин, которую мы усваиваем на этом этапе, заключается в том, что, возможно, я не всегда должен играть с другими людьми, я могу не играть. The child goes out to play with the other children in the neighborhood. Ребенок, к примеру, идет играть с другими детьми, которые живут по соседству. And he comes inside and he cries to his mother. И потом он возвращается домой, он плачет, рассказывает своей маме что-то с плачем. And they said that the children aren't playing with me the way I want to. И он говорит, дети не играют со мной так, как я хочу. And the mother says, well, И мама говорит, ну, you don't have to play with them, do you? ты не обязан с ними играть, разве ты должен с ними играть? Maybe not. Может быть и нет. Okay. And but it's sometimes useful, I think, to think of childhood as a time to filling your tank, filling your emotional reservoir. Иногда полезно рассматривать детство как время для наполнения нашего эмоционального резервуара. That life is good. Представлением о том, что жизнь прекрасна. A lot of times what we really expect from other people here is to be able to be attached to someone. И часто на этом этапе формируется способность человека привязываться к кому-то. Or at least to come to believe that I'm not alone in the world. Или хотя бы способность сформировать убеждение, что я не одинок в этом мире. And of course, who's the main person that you get attached to at this point? И кто же основной человек, к которому у вас формируется привязанность на этом этапе? Parents, родители. Yeah, mother. Yeah, Mother, especially mama. mother. Mama. And she's really equipped to do that for us, to help us, to teach us how to play, right? А мама оснащена тем, как обучать нас тому, как играть. She feeds the child before it's even born. Мама начинает кормить ребенка даже до того, как он родился. And she continues to care for and to help the child after it's born. И она продолжает заботиться о ребенке после того, как он родился. It's interesting to me that many mothers that do it very well. Интересно, что многие мамы, которые очень хорошо справляются с этой задачей, they don't go to school for it. Не проходят обучение тому, как это делать. They just know how. Они просто знают каким-то образом, как именно это делать. And maybe that's because that's the way their mother was for them. И, возможно, это потому, что такой была их мама по отношению к ним. Или папы подсказывали. Или папа подсказывал. Maybe their father was a great mother. Может быть, их папа был хорошей мамой. He's saying that the husband tells her how to be. Oh, of course, yes. Да. So really, at this point in life, we take from other people, right? И на этом этапе жизни мы получаем от других людей. And eros usually means the sexual attachment. Эрос чаще всего означает сексуальную привязанность. But that's not what I mean by it here. Но это не то, что я имею в виду здесь. It really stands for taking forms of love that we take from other people. Здесь идет речь о
тех формах любви, в которых мы получаем что-то от других людей, тех проявлениях любви, которые мы получаем от других. And what I'm thinking about with that couple that's in love, И если говорить о паре влюбленных, they say they want to get married because they love each other. Пара влюбленных, которые говорят, что они хотят пожениться, потому что они любят друг друга, It's because they enjoy being together. It's fun. It's like play. а чаще всего это потому что им хорошо друг с другом, им нравится быть рядом, быть вместе, они радуются, это похоже на игру, удовольствие от игры. Now, when all you're doing is taking from other people, Но если все, что вы делаете, это вы получаете от другого человека что-то, there's not much opportunity for you to learn strength of character. то есть не так много у вас возможностей для того, чтобы укрепить свой характер. Because a person is just taking, they don't have much of a chance to develop character. Поскольку если человек только привык получать от других, то у него нет много возможностей для того, чтобы развивать свой собственный личный характер. Except maybe for the mother to teach the child to be grateful. За исключением того, что мама может обучать ребенка быть благодарным. You know, the mother says to the child, say thank you. Мама может говорить ребенку, скажи спасибо. But this is also where the teacher's comment is very important when the teacher says, plays well with other children. Также на этом этапе важен комментарий учителей, когда учителя описывают поведение ребенка, говоря, он хорошо играет с другими детьми, хорошо ладит с другими детьми. So this is the task to play, learn how to play. Это задача обучения тому, как играть. Some of the people you may work with, Некоторые из людей, с которыми вы работаете, например, на линии доверия, they may be saying to themselves, life really isn't fun anymore. Некоторые из клиентов могут говорить о себе, описывать свою жизнь, говоря, что жизнь не является прекрасной. I'm not getting anything from life Я anymore. ничего не получаю от жизни сейчас. Sometimes it's very dangerous. A person will say, this is not a good place to be. И очень опасно, особенно если человек говорит, здесь, в этой жизни, нехорошо, мне здесь нехорошо, это не хорошее место. And when a person doesn't think this is a good place to be, what do you think they're thinking about? И если вы слышите что-то от человека подобное, например, что человеку нехорошо в этой жизни, как вы думаете, о чем он может размышлять? Yes. О самоубийстве. It's not worth it. Right? Что не для чего жить. So this is a very important thing that life is worth it. It's good. Поэтому это очень важно, то, что формируется в детстве, представление о том, что жизнь прекрасна, что стоит жить. So when a person is at that low level, it's very difficult. So it's very important for us to know that someone cares and someone loves me. И если человек находится на этом низшем уровне, когда он только получает от других, очень важно, с этой точки зрения важно человеку важно иметь представление о том, что о нем кто-то заботится. But that's not all that life requires from me, is to take from other people. Но это не все, что жизнь требует от меня. В жизни мне нужно не только получать от других людей. Life also requires us to give to other people. Жизнь требует от нас иметь способность отдавать другим людям. And this is where we learn, for example, going to school. И это то, чему мы учимся, к примеру, ходя в школу. Life requires me to give as well as to take. Жизнь требует от меня умения отдавать, помимо того, что я умею брать. And this is where we learn about being fair. Это то место, где мы учимся справедливости. Justice. Да, справедливости. Yeah. And exchanging, making deals with other people, exchanging what I do for you for what you do with me. Также мы учимся договариваться и обмениваться услугами, так сказать, да, что я делаю что-то для тебя взамен на то, что ты делаешь что-то для меня. So if things don't work out, you can go to court and the judge will decide which one of you is right. Если что-то у человека складывается не так с кем-то, он может пойти в суд, и суд решит, кто из них прав. So the question in this point is not, is life good?
Вопрос, ответ на который человек получает на этом этапе, заключается не в том, хороша ли жизнь, but is life fair? но справедлива ли жизнь. In other words, if I do what I'm supposed to do, will life pay me back what it's supposed to? Иными словами, если я делаю то, что я обязан делать, будет ли жизнь, буду ли я получать от жизни то, что я должен получить? So one of the first places we work is in school, and so we do our school work. We turn in our paper. К примеру, в школе мы выполняем какое-то задание, мы отдаем учителю выполненное задание. And we have a perfect paper. И мы великолепно его идеальным образом сделали свою работу, написали идеальную работу. And the teacher puts a nice big smiley face sticker on that paper. И он прикрепляет на эту работу красивую такую наклейку с улыбочкой, со смайликом. And all of a sudden I realize life is fair. И вдруг я осознаю, жизнь справедлива. Every time I do that perfect paper, I get one of those smiley face stickers on it. И я осознаю, каждый раз, когда я буду так стараться и идеально выполнять свое задание, я получу вот такую вот наклейку со смайликом. Sometimes our teacher at this stage is dad. Часто на этом этапе наш учитель — это отец. Dad operates in that realm. He goes out to work, and he provides for the family. Отец на работе, он заботится о семье. Maybe he invites the child into the family business. Возможно, он приглашает ребенка участвовать в каких-то аспектах семейного бизнеса. Maybe dad's a pastor. Может быть, это даже пастырь. Or he makes things. Or he's in sports. Или ребенок занимается спортом. And often dad's the one who makes the rules and enforces the rules in the family. А часто отец — это именно тот, кто вырабатывает правила и следит за их, обеспечивает их выполнение в семье. So what you learned when you were young was to be grateful. И что вы усваиваете, когда вы находитесь в раннем возрасте, вы усваиваете то, что нужно быть благодарными. At this point, you learn how to do your job. А на этом этапе вы уже учитесь тому, как выполнять свою работу. We begin to learn responsibility. На этом этапе, на втором этапе мы учимся брать на себя ответственность, нести ответственность. That life's going to require something from us. Мы учимся тому, что жизнь чего-то от нас требует. That when we do good things will happen, and when we do bad things will happen. Когда мы делаем хорошие вещи, будут хорошие последствия. Когда мы делаем что-то плохое, мы столкнемся с негативными последствиями. And we also learn how to do things for others, make a contribution in their lives, not just them doing things for us. И также мы осваиваем, как делать что-то для других людей, как делать какие-то вложения в их жизни, что-то делать для них. We start to care about what other people care about. Мы начинаем заботиться о том, что важно для других людей. This is where you learn you get what you pay for. Is that right? На этом этапе мы усваиваем, что мы получаем то, за что мы заплатили. And you learn you can do anything you want as long as you're willing to pay the price. Также мы усваиваем, что мы можем делать все, что угодно до тех пор, пока мы готовы платить за это соответствующую цену. This is where often I'm trying to lead some of my clients to say, you can do what you want, but it's going to cost you something. И часто я стараюсь помочь моим клиентам осознать, что они могут делать все, что они хотят, но за все они заплатят соответствующую цену. Do you see how it requires more of us now at the work task than it did before at the play task? И вы видите, как сейчас, когда мы рассматриваем этот уровень работы, насколько больше человек вкладывает на этом этапе, чем он вкладывал на этапе игры. It's harder work, yes? Это более тяжелая работа на этом этапе. Okay. It's even harder at the next one. А на следующем уровне это еще тяжелее. At the love task. Уровень задача любви. This is because often men and women don't really understand each other that well. Часто по причине того, что мужчины и женщины не очень хорошо друг друга понимают. But we have to learn how to love and respect each other anyway. Но нам все равно нужно осваивать, как любить и уважать друг друга.
This task isn't just about being fair anymore. Эта задача уже не сводится просто к тому, чтобы быть справедливыми. This is about taking care of the other person even when it is not fair. Здесь мы говорим о заботе о другом человеке, даже тогда, когда ситуация несправедлива, или этот человек несправедлив по отношению к нам. So now it's not just that you have to be with people who are like you. You have to work with someone who's not like you. И на этом этапе вам нужно быть не только с людьми, которые похожи на вас, но также и взаимодействовать или работать вместе с теми, кто может быть совсем не похож на вас. They don't always feel the way you do. И этот человек может не всегда чувствовать то, что вы чувствуете. They don't always think the way you do. И этот человек может думать совсем не так, как вы думаете. They don't always come to the same obvious conclusion. И он не всегда приходит к таким же очевидным для вас выводам, которые для вас настолько понятны. The man loves sports and the woman loves shopping, К right? примеру, мужчина любит спорт, а женщина любит шопинг. And both think the other is stupid И каждый из них думает, что второй тупой, because we don't understand each other. потому что они не понимают друг друга. So the main figure here is not maybe dad, it's not maybe mom. The main figure here is probably the person that you're married to. И ключевая фигура на этом этапе не папа, не мама, а скорее всего это человек, ваш супружеский партнер. And you have to go beyond gratitude. И вам нужно идти дальше, чем просто благодарность. And you have to go beyond just doing your job, doing what you're supposed to do. И вам нужно делать больше, чем просто выполнять свои обязанности или то, что вы должны делать. Now you have to start using hope and Сейчас, faith. на этом этапе вам нужно использовать надежду, веру Good faith, that's what the word that comes to mind. и держать лицо. Okay. And you have to come to understand that sometimes things aren't going to be the way they appear. They're going to be different from the way you thought. И на этом этапе мы приходим к осознанию, что все может складываться совсем не так, как мы рассчитывали, не так, как нам казалось это будет. And then there's a lot of mystery that's involved here too. И на этом этапе очень много тайны. There's a lot of things that we don't understand. Есть очень много всего того, что мы не понимаем. And there are things that are not always going to be fair. И не все будет справедливо на этом этапе. And in fact, at this stage, before, sometimes when you talked about the work task, Ранее, когда мы говорили о задаче работы, you learned that one person wins and the other person loses. мы усвоили, что один человек может выиграть, в то время как другой может проиграть. Well, normally at this level, when we're talking about the marriage task or the sexual task, one person loses. Usually, both lose. На этом этапе, на этапе любви, если один из партнеров проигрывает, то обычно оба проигрывают. On the other hand, when you lose, С другой стороны, если вы проигрываете, you often have someone there who helps you anyway. у вас все равно есть кто-то с вами, кто все равно вам помогает. No matter what a terrible person I am to my wife sometimes, Несмотря на то, каким ужасным человеком я иногда являюсь для своей жены, she takes care of me anyway. она все равно обо мне заботится. So this is a place where we actually learn by giving more of ourselves. Это место, этот этап, на котором мы учимся отдавать больше, посвящать себя больше, еще больше, чем на предыдущих. Now I've thought about this another task involved, which is called believe, Я еще думаю еще об одной задаче, которая называется верить. and that's about God. И это о Боге. But I'm not going to try to develop that here for you today. Но я не буду сегодня развивать эту тему дальше. Someday I may get an opportunity to write that book, Может быть, у меня будет когда-нибудь возможность написать эту книгу, and I'll try to get it to you then. и я тогда вам ее постараюсь передать. Well, I would say that if there's mystery involved in a relationship with another person, Я бы сказала, что если есть тайна, Like- которая включена в отношения с другим человеком, a person of the opposite sex, к примеру, с человеком другого пола, представителем другого пола, then there's even more mystery involved with loving God. то есть гораздо больше тайны, которая включена в любовь к Богу. Because God doesn't just expect us to sacrifice some of ourselves. Потому что Господь не просто ожидает от нас, что мы только будем посвящать часть себя, He жертвовать часть He себя. wants from us, what does the Bible say? He says,
to love God with your what? Whole heart and soul, right? And mind. Господь ожидает от нас то, что в Библии называется любить Его всей своей душой, всем сердцем, всем разумом. God doesn't just want our loyalty. Господь не просто ожидает нашей лояльности. He wants our whole self. Бог ожидает, что мы посвятим Ему себя целиком. And trusting in God isn't just trusting in a mystery sometimes that we don't quite understand. И доверие к Богу, вера в Бога, это не просто вера в тайну, доверие какой-то тайне, которую мы не до конца понимаем. He wants us to trust Him with everything about ourselves. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему себя целиком, все, что касается нас самих, чтобы мы полностью все аспекты эти могли доверить Ему. I'm not sure I'm ever going to write that chapter. Я не знаю, напишу ли я когда-нибудь эту главу, Because I'm not sure I could figure that out. но я не знаю, смогу ли я это когда-нибудь в полной мере понять. So, Поэтому есть сомнения, any more будет ли эта глава. questions about that so far? Есть ли вопросы на эту There's a тему? lot more. Есть гораздо больше. I'll try to share some of the notes with you. Я постараюсь поделиться с вами некоторыми из своих записей, на то, о чем вы This is спрашивали. just my imagination. Это просто мое представление, мое понимание. Okay? Хорошо. В третьей стадии вопроса никакого нет. Первое, второе, это там, где есть хороша ли жизнь, Ага. так, справедлива ли жизнь, а в Мгм, третьем Спасибо. I was going to say, is life worth it? Я собирался сказать, стоит ли жизнь того, чтобы Sometimes that's жить? the question when Иногда. in a marriage people are wondering, this is it's very hard for me to understand this. Очень часто, находясь в супружеских отношениях, люди думают, мне очень сложно это понять. I guess I would say that is it worth it for me to invest in this person? А стоит ли мне вкладывать что-то в этого человека? Стоит ли оно того вообще? You know, to do his dirty dishes, Мыть эту грязную посуду, to pick up his shoes and his socks. вот эти вот носки, поднимать эту обувь. And he never says И он thank you. никогда не говорит спасибо вообще. So each one of these stages just tells you have to give more. Каждая из этих стадий говорит нам о том, что на каждом из этапов нам нужно посвящать больше и больше. These are all questions that you have to answer. На все эти вопросы вы даете ответы сами. Hard questions. Тяжелые вопросы, сложные вопросы. So, like for the person who is suicidal, И для человека, который суицидальный, который имеет суицидальные переживания, is this life good enough for me to stay living? стоит ли эта жизнь того, достаточно ли она вообще хороша, чтобы мне продолжать дальше жить? And they're not sure it is. И человек с суицидальными намерениями и суицидальными мыслями не уверен вообще в том, что ему стоит продолжать жить. Let me talk just a little bit about clinical application. Разрешите мне поговорить с вами немножко о клиническом применении. And let's use the love task, the task for relationship with another person of the other sex as an example. И давайте рассмотрим как пример задачу любви, задачу отношений с другим, с представителем противоположного пола. I think that a lot of people in marriage are frustrated Я думаю, что многие люди, которые находятся в браке, разочарованы, расстроены, because maybe they're very good at work, потому что, возможно, они очень успешно справляются со своей работой, and they think that their marriage should work exactly the way that their work does. и они ожидают, что их супружеские отношения, их брак должен срабатывать так же, как все происходит на их работе. They think that their spouse is like their employer. Они думают, что их муж — это как их начальник. I say, I did everything I was supposed to do. И человек может говорить, я сделал все, что от меня зависело. So why aren't they doing what they're supposed to do? Я сделал все, что я должен был. Почему же он не делает то, что он должен делать? Right? But if they become to understand, no, this is a different kind of relationship. Мгм. И если человек начинает понимать, нет, это же все-таки другой тип отношений. And this kind of relationship, it does work, but it doesn't work by the same rules as the work task. Эти отношения могут работать хорошо, то есть может все получаться в них, но
Но это не всегда происходит, это происходит не по тем же правилам, как это происходит в случае с отношениями на работе. So the wife comes to me and complains, and she says, he never says thank you for picking up his socks. К примеру, жена приходит ко мне, и она жалуется, и она говорит, он никогда не говорит спасибо за то, что я вообще его носки поднимаю. And I'll say to her, well, yes, but, you know, he's not your employer. Но я могу сказать, да, но он же не твой начальник. So it doesn't work. It works, but it doesn't work the same way. У вас как бы отношения ваши происходят, они развиваются, но они не складываются так, как по аналогии с тем, как они складываются в рабочем контексте. Mm-hmm.